Друзья, всем привет! Давно мы не показывали, как мы делаем уколы красоты. И сегодня в прямом эфире вы увидите, как мы увеличиваем губы. Вы увидите, что процедура безболезненная, проходит быстро, нету синяков, отеков. И вы можете сразу же после процедуры, буквально через 10-15 минут, пользоваться мейкапом, красить губы. Самое главное, мы покажем, как губы сделать натуральными, естественными, не придав им большого объема, не сильно выворачивая, потому что, например, я не люблю фейковые губы. Я не люблю, когда губы уточкой, когда сразу же видно, что эти губы увеличены. Поэтому смотрите и читайте мои посты. Я рассказываю, какие губы можно колоть, а какие губы нельзя колоть. Например, вот эти губы, немного ближе, можно увеличивать с помощью гиалуроновой кислоты. Почему? Потому что губы уже изначально вывернуты, у них красивая форма, четкая форма. Они немного пустоватые, вы видите много-много мелких морщин, но это красиво. То есть такие губы, они, так скажем, благодарные. Но очень важно понимать и знать, куда нужно колоть препарат. По поводу препарата. На рынке много препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Большинство из них очень похожи. Вы должны знать, что все фирмы, которые производят филлеры, они закупают сухую гиалуроновую кислоту у других производителей. Таких заводов в мире 3. И получается, какая бы ни была фирма, известная, малоизвестная, она покупает вот эту сухую гиалуроновую кислоту и разводит ее. А уже степень разведения, степень дополнительных примесей определяет тот или иной препарат. Также многое зависит от формы шприца, многое зависит от иглы, которая колет, насколько она острая. Но игла, она часто, кстати, меняется. Поэтому, в принципе, большинство филлеров, они очень-очень-очень похожи. И здесь прям такая битва в плане маркетинга, рекламы, битва выбора. Потому что большинство клиентов, большинство из вас не знает, какой препарат выбрать. TSL, Restylane, Juvederm. Ну, зачастую вы знаете, кто-то у кого-то какой-то препарат уколол. Но, поверьте мне, самое важное, это мастер. Это специалист, который проводит эту процедуру. Какой бы ни был хороший препарат, если неправильно подобран объем, если неправильно выбраны губы и неправильная техника, какой бы он ни был дорогой, это не поможет. И если не получилось, это не означает, потому что был дешевый препарат. А сегодня у нас на выбор клиентка у нас решила выбрать между Juvederm и TSL. Оба препарата хорошие. Оба классные, и вы можете увеличить тем или другим. Здесь и здесь 30G игла. Но в руке мне более удобен препарат фирмы Juvederm. Это Juvederm Volvic Retouch. Здесь у нас 0,6 мл препарата. Кстати, если вам интересен мир косметологии, инъекций и уколов красоты, есть страница Каминский клиник. Переходите, смотрите, читайте, очень много чего интересного. После увеличения губ, я сейчас буду делать увеличение губ, Елена будет дальше колоть ботулотоксин. Вы будете видеть, как колется ботокс в прямом эфире. Пишите, задавайте вопросы, или если есть вопросы, спрашивайте. Дальше, смотрите, вам обязательно ваш специалист, мастер должен раскрыть перед вами ваш препарат, показать, что он новый. Видите, специально есть сертифицированная наклейка. Вот, видите, препарат я показал. Далее, смотрите, мы снимаем резиновый колпачок и одеваем вот таким способом иглу. Игла очень тоненькая, ну прям очень-очень. Светлана не боится. Я для сравнения вам сейчас покажу, насколько тонкая игла. Закрываем глаза, просто закрываем. Ближе, вот вы можете сравнить толщину иглы с толщиной реснички.
ну, ресницы, не знаю, оцениваем, не оцениваем, но видите, она очень тонкая. Поэтому вы чувствовать эту иглу не будете. Сейчас снимаем. Сейчас включим. Так. Что важно? Конечно же, асептика, антисептика, обрабатываем губы, используем перчатки, открываем рот. Я в своей практике не использую анестетики, я не использую крема, также не делаю проводниковую анестезию. Объясню почему. Потому что, ну, конечно же, и понятно, что мы всегда можем попасть в какой-то мелкий сосуд. Ну, бывает аномальное расположение сосудов. И если вы заанестезировали губы, если вы нанесли крем, тогда отек или синячок, он может быть больше, потому что не будет так спазмироваться сосуд за счет вот мышечного сокращения. И получается гематома и отек могут быть больше. Клиенты, пациенты, они, понимаете, они если падают в обморок, то не от боли. То есть зачастую вы почему мажете или наносите крема себе или своим клиентам? Потому что вы думаете, что будет больно. Так вот, если даже человек падает в обморок или плохо себя чувствует, и вы потом у него спросите, было ли ему больно, он скажет нет. Но опять-таки, если вы используете хорошую иглу, острую и правильную технику используете. Человек просто себя накручивает, он думает, что это будет больно, чтобы и толстая большая игла, и у многих ассоциируется игла с иглой для внутримышечных инъекций. И человек думает, что именно той самой иглой будет увеличиваться губа. Далее по поводу техник. Вы можете слышать технику парижских губ, техника выворота, там чего угодно, много. Опять-таки это все маркетинг, это все реклама. Многие для себя используют, придумывают все эти техники. Я за свою практику все перепробовал и тоже выступал там со своими какими-то техниками, но нужно понимать и знать анатомию. Смотрите. Губы сами по себе, они пустые. Вот это кожа, а здесь вот у нас уже пошла слизистая. И многое зависит от структуры, вот состава вот слизистой. Дальше. Если вы забыли анатомию или не разбираетесь, вы в начале своей карьеры можете взять очень-очень мягкий препарат, например, там Волбеллу, Ювидерм, уколоть вот с этого края губу, и вы увидите, как препарат будет растекаться, распределяться по всей губе. То есть в губах нету, понимаете, таких каких-то стен, которые бы разграничивали губы. Если вы, конечно же, укололи в мышцу, то вы можете раздуть мышцу. Если губы очень плотные и препарат уже не помещается, тогда он будет смещаться вот сюда наверх, и вот здесь вот собираться, скапливаться, и у некоторых вот людей вы можете видеть такой вот бортик после инъекции. Поэтому очень важно правильно подобрать губы и понять, потом вот этот бортик будет или не будет. Поэтому губы, они всегда наполняются одинаково. Так, мы начинаем инъекцию. Так, еще раз. Вот показываю, какая у нас гиалуроновая кислота. Она очень-очень мягкая, видите? Сейчас мы будем вводить ее в губы. Вот мы делаем укол. И дальше важно, как вы распределяете препарат, куда вы ставите иглу. Сверху, посередине или внизу. Чем ниже вы будете находиться с иглой, тем больше вероятности того, что будет какой-то комочек или будет какая-то неровность. Светлана, как вы себя чувствуете? Все отлично. Спрашивают, сколько будет эффект. Ну, длительность эффекта там до года, больше года. Ну как? Не больно. Ну, понятно. А у меня 2 года держится.
Ну, Светлана говорит, что у нее 2 года. Кстати, вы можете слышать такие истории, что эффект после филлера, после увеличения губ длится там 2, 3, 5 лет. Вы должны понимать, что иногда препарат, который вы вводите, вокруг него образуется как капсула, он как бы капсулируется. Ну, это такая плотная дополнительная ткань. И вот это та самая капсула, она и остается. И вы трогаете ту самую плотную губу, вам кажется, что это филлер, на самом деле это не филлер. Также, если вам не понравился эффект, если вам укололи гиалуроновую кислоту, правильный, хороший препарат, то есть антидот, есть препарат, который растворяет эту гиалуроновую кислоту. У каждого косметолога, дерматолога, ну, специалиста, который занимается инъекциями, гиалуронидаза, лангидаза должны быть рядом всегда в холодильнике. Потому что бы ни случилось, какой бы процесс ни произошел, непредвиденный, это всегда должно быть под рукой. Вы даже если приходите к специалисту, всегда попросите, чтобы вам показали флакон, чтобы вы вот четко были уверены и спокойны, что рядом с вами этот препарат есть. Потому что вдруг что, потом специалист начнет звонить, вызванивать, просить, чтобы кто-то доставил. Если будет такая плохая погода, как сегодня, вам будут доставлять лангидазу, гиалуронидазу, не знаю, 2, 3, 5 часов. Это будет очень долго. А уколоть ее нужно буквально сию секунду. Вот в первые минуты, если вы увидели ишемию и нарушение кровоснабжения после проведенной инъекции. Вопросов нет? Почему эффект держится 3 месяца? Вот спрашивает Нет, это не девушка. эффект держится 3 месяца на самом деле. Это говорит о том, что мало введено препарата или не в ту зону. Эффекта либо не будет сразу, то есть фермент в крови человека, он сразу же съест этот препарат. Либо просто недостаточно объема и нужно ввести намного больше. Единственную аллергическую реакцию, которую я в своей практике замечал вот, за 8 лет, единственный раз губы были очень твердые. Вот прям твердые, и пришлось растворять. Ну как? Так, сейчас мы переходим на вторую сторону. Смотрите, по поводу вот этих вот арок. Многие описывают арки Купидона, кто-то вот сюда ставит филлер. То есть если вот сюда поставить филлер и зажать вот так вот пальцами, то вам будет казаться, что вы его сформировали. Ну, для Инстаграма, для конференции это, конечно же, хорошо. Но в отдаленном периоде он всегда будет уходить. То есть, еще раз, филлер, он очень-очень мягкий. И ровную, острую фигуру, структуру филлер создать не может. Еще раз покажу почему. Смотрите. Вот на мой палец. Филлер. Посмотрите, он очень мягкий. Что острого с четкими гранями может создать этот филлер? Ну ничего. Ну давайте, смотрите, если его теоретически сейчас введу под перчатку, да, я вот так вот сформирую перчатку, вам будет казаться, что перчатка имеет острый четкий контур, но потом вы прекрасно понимаете, что оно все разгладится. Поэтому если у вас изначально этих четких форм нету, если нет четкой точной линии губы, вам ни один филлер не поможет. То есть четкость, именно вот как бы цвет губы, четкий, ровный, точный, это вы можете это воссоздать с помощью там, перманентного макияжа, там, татуажем, чего угодно. Но филлер, он делает только объем, он наполняет, надувает.
Если у вас форма изначально нечеткая, неровная, он такую же форму и будет наполнять и надувать. Так, переходим на другую сторону. Левая сторона, как правило, всегда более болезненная у клиентов, пациентов. Ну, зачастую это так. Вот мы начинаем вводить. Опять-таки, больно или не больно, тоже много зависит от там, руки мастера, понятное дело, как вы вводите, в каком положении. Но видите, без анестетика, без крема, это абсолютно безболезненная процедура. Главное понимать, как вы выкладываете и куда вы выкладываете филлер. Важно, чтобы после процедуры у вас не было синяков и отеков. То есть вы так должны увеличить губы, чтобы человек после вашей процедуры мог, не знаю, пойти вести новости, пойти на концерт петь песни или пойти на день рождения, чтобы никто ничего не запомнил. Ну, вот у Светланы контур очень красивый. Так, расслабились. Приоткрываем. В сторис на странице клиники мы выложим губы до и после, и вы сможете посмотреть и сравнить для себя. Так, если вам понравились губы, понравился эффект, можете ставить лайки, писать комментарии. Мы будем этому очень-очень рады. Техника, которую я продемонстрировал, я ее часто показываю, про нее рассказываю. То есть, смотрите, с такой техникой губы всегда естественные. Они сразу же мягкие, нету синяков, отеков. На завтра на утро не будет отечности. То есть вот губы живые. Вот можно немного в профиль показать. Да, вот нету утиности. Они не вывернуты. Видите, насколько естественная и правильная форма. Еще раз, по поводу препарата. Если вы правильно работаете, с правильным объемом, в нужном слое, с правильными губами, у вас будет классный, хороший эффект с ювидермом, с тиестиалем, с рестилайном, с принцесс, ну, с чем угодно. Опять-таки, важна игла, рука мастера, важен подобран форма, размер, важен сам пациент, сам клиент. Нужно все это оценивать. Это совокупность процесса. То есть вы можете записаться конкретно ко мне на процедуру, можете записаться к специалистам моей клиники. Все те, кто работают в моей клинике, поверьте мне, после их процедур, после их рук у вас будет максимально естественный, правильный результат. Потому что мы постоянно над этим работаем, совершенствуемся, чтобы не было ни синяков, ни отеков, чтобы вы были максимально удовлетворены. Еще раз, есть страница клиники, есть телеграм-канал, подключайтесь, пишитесь, в описании сохраню эту публикацию, вы все это прочитаете, вы видите контактные номера телефонов, записывайтесь, приходите. Все, всем спасибо, и мы завершаем трансляцию.